Привет! Сегодня я решил посмотреть, что же там подготовили в итогах украинские новости по поводу российских спецназовцев Александрова и Ерофеева. Включил первый же канал и кое-что интересное увидел. Кое-что смешное даже, можно сказать. Сепаратисти хотіли прибрати сліди, вбити своїх поранених. Фамилия, имя, отчество. Воинское звание. Подразделение. Обратите внимание, как эти суперпрофи, не побоюсь этого слова, написали слово «подразделение». Подразделение. Могу вечно на это смотреть. Подразделение! А теперь честный украинский журналист с честным проникновенным лицом расскажет об антивоенном митинге в Тольятти. У Тольятті, де служили спецпризначенці, розганяють антивоєнний мітинг та затримують журналістів, що приїхали з'ясувати, що справді рідні думають. Если вы думаете, что он соврал случайно, то вы сильно ошибаетесь. Дело в том, что на телеканале вот не он готовит все, я так думаю. Ну, может быть, они там сократили людей немножечко, может быть, он от начала до конца, но, скорее всего, ему готовит редактор. Редактор должен сначала ознакомиться с новостями и посмотреть. Редактор не может не знать, что информация, которую в свое время сообщила BBC о митинге в Тольятти, который был жестоко разогнан, это фейк. Это фейк, за который BBC в свое время извинились. Ну, не могут не знать, давайте проверим. Зайдем в Google. Заходим в Google и пишем «Антивоенный митинг в Тольятти». Первая же новость. Дождь об антивоенном митинге. Сообщение BBC об антивоенном митинге в Тольятти не подтвердилось. Как видите, не знают о проведении акции. Тра-та-та. Короче, никто не знает, никто ни слухом, ни духом. Открываем вторую новость. Русская служба BBC выдумала историю об антивоенном митинге в Тольятти. Третья новость. Это уже украинская. ТСН. BBC удалила статью об антивоенном митинге в Тольятти. Ну и заходим на BBC. BBC удалила статью на время проверки. Проверка, по всей видимости, длится до сего дня. В общем, выдумали они эту статью. Я не знаю, откуда они получили информацию. Возможно, сообщил это там какой-то эксперт, там, Елена Васильева, к примеру, на ухо упала. Есть несколько сайтов, следует признать, которые не извинились и у которых до сих пор висит эта шокирующая новость о разгоне митинга. Это «Эхо Москвы». Жители Тольятти провели стихийную антивоенную акцию. Ну и кто вы думаете еще? Радио Свобода! Мы свободны от таких предрассудков, как журналистские стандарты. Статья до сих пор висит. Вот такая вот короткая, но весьма поучительная история. Они лгут намеренно, они лгут не случайно, они лгут специально, для того, чтобы хороший сюжет получился, для того, чтобы все легло как лыка в строку, знаете ли. Ну, теперь еще одна новость. В Одессе намереваются провести марш в честь создания СС Галичина. Я эту новость также разместил на своем твиттере, потому что сомневаться в том, что это реально готовится, никаких, в общем, оснований нет для того, чтобы в этом сомневаться. Если красавцы в свое время додумывались лопать черные шарики, которые запускались в небо в память о жертвах одесской трагедии 2 мая, то чего бы и нет. Конечно же, дивизия СС Галичина имеет непосредственное отношение к городу Одесса. И вот все украинские СМИ распространили данную информацию, но вдруг чу-чу, российский фейк. Вот, марш СС Галичина в Одессе. Фейк. Антон Геращенко, советник министра внутренних дел, сообщил о том, что это фейк. Фейковую новость растиражировали российские СМИ. Кто еще может растиражировать фейковую новость, как не российские СМИ? Вот смотрите, «Украинская правда» — это российская СМИ. 112.ua — российская СМИ. «Украинская правда», «Корреспондент» и многие другие. Вот «Интерфакс Украина». Ну, типичная российская СМИ. Новый спикер ВО «Свобода» Антон Геращенко рассказал, что это фейк. Почему? Ну, потому что он пообщался с представителями «Свободы». Они сказали: да не, короче, Антоха, фейк. Сегодня ряд украинских СМИ на радость российским пропагандистам, ну конечно же, распространили информацию о том, что якобы одесская организация партия «Свобода» 28 апреля собирается провести марш в
в память о 73-й годовщине создания дивизии СС «Галичина». В преддверии траурных мероприятий, посвященных второй годовщине Одесской трагедии, эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы. Только что в зале парламента говорил об этой новости с Андреем Ильенко, Александром Марченко, Михаилом Головко. Никакого решения нет. Попытка создания информационной провокации не удалась. Просьба к редакторам украинских СМИ быть бдительными и перепроверять источники взрывоопасной провокационной информации перед тем, как запускать ее, понимаешь ли. Здесь я выступлю в непривычном для меня амплуа защитника украинских СМИ, на которых наехал вот Антон Геращенко. Еще же вы фейк распространили. Ну, про абсолютно идиотское сообщение телеканала ICTV о том, что это распространили российские СМИ, я вообще умолчу. Вот Антон Геращенко сказал, что не распространяйте, мол, фейки. Но они же ведь не с потолка это взяли, не из воздуха всосали. Давайте посмотрим. Депо Одесса. Депо Одесса вот сообщает об этом со ссылкой на Facebook. Переходим на Facebook и видим, что новости такой нет. Так может быть и не было ее, может быть на самом деле это все информационная провокация. Ну, не очень. Потому что подразделение ВО «Свобода», молодежка, Сокил ВКонтакте не успели потерять эту новость. Переходим на ВГО Сокил. Они настоящие, у них подписчики, у них достаточно живая страница. Вот они здесь рассказывают про суд над человеком, который бросил гранату под Радой. І от 28 квітня 2016 року відбудеться марш слави добровольців з нагоди 73-ї річниці з дня створення дивізії Галичина. Ну, дивизии Галичина они пишут, они забывают сказать, что дивизия СС. Неудобно как-то писать дивизия СС, ну, да и бог с ним, знаете, просто дивизии Галичина, украинские герои. И они создали даже такой плакатик, все красиво у них, все чинно, благородно. Ну, просто стереть не успели. В Фейсбуке потерли, а ВКонтакте не потерли. Ну, а теперь пара слов по поводу анонсированного вот-вот, может быть на этой неделе, может быть на следующей, безвизового въезда. Просто пару штрихов. Несколько дней назад в Твиттере я у себя написал, что вот прямо сейчас происходит некая зрада, в которой, конечно же, в конце, потом, по итогу, будут виноваты кто там, российские пропагандисты. Да, ну давайте посмотрим. В свое время в Польше разгорелся скандальчик. Вот, вокруг этого героя одного из украинских батальонов, и он приехал в Польшу, и на фоне одного из концлагерей взмахивал ручонки там в нацистских приветствиях. Вот видите, концлагерь Майданек. Украинские СМИ этот скандальчик проигнорировали. И никто не наказал данного молодого человека, который поглумился над памятью павших не только евреев, но и людей других национальностей, в том числе поляков. Прямо приехал в Польшу и поглумился. В общем-то, пожурили жур-жур-жур в нескольких СМИ, да и все. А что он сделал? А он вернулся в Польшу. Вот в январе он там уже оказался. Опять-таки Зиг Хайль, все дела. Видите? Встретились с товарищами, так сказать. И опять отправился в концлагерь. Для того, чтобы продемонстрировать свое неуважение к людям, которые там погибли. Вот это вот у него на стенах. Вот эта запись интересная. Все дороги Израиля ведут в Бухенвальд. Ну и предпочитали это, знаете, не замечать. Ну зачем это надо? Ну к чему это? Портить отношения? Да и потом, это же герой войны по-любому. Ну а, конечно же, в третью очередь, это все российская пропаганда. И наш герой опять отметился в Польше, опять на фоне мест, где люди гибли. 4 апреля 2016 года. Бараки, где убивали людей. И наш герой, опять-таки, видите, 88, все такое. Таким образом, дразниться можно достаточно долго, до тех пор, пока люди, которые заинтересованы в том, чтобы такое дерьмо не проникало в Европу, не добьются своего. И люди добились. И сейчас Павел Кукис – это человек, который на выборах президента Польши занял 3-е место. Политик, на которого в Фейсбуке подписано 400 тысяч человек, опубликовал пост касательно нашего украинского героя, который приезжает в Польшу и глумиться над памятью павших. Вот такая история. По моей информации, Павел Кукис уже обратился к министру внутренних дел Польши с просьбой разъяснить, каким образом эти граждане попадают в Польшу. Ну кто-то же визы выдает, и после первого скандала ему что-то дал повторно визу. В преддверии открытия границ, открытия дверей для вот таких вот граждан, я думаю,
Это не безинтересно. Но это, конечно, все российская пропаганда. И не обращайте внимания. Кохайтеся, та не з москалями.